Я значительную часть своей жизни, 10 лет, прожила в Санкт-Петербурге, и когда я сюда переехала, я только в этот момент почувствовала интерес к фотографии. Я приехала из небольшого города Кургана, после достаточно простого провинциального города попала в невероятную красоту, и мне хотелось эту красоту поймать, как бабочку, как коллекционер посадить под колпак. Интересоваться фотографией начала именно здесь. И сначала у меня даже не было камеры, я переехала с подругой, я брала у нее камеру. Сначала это было хобби, я фотографировала цветочки, котят, все, что обычно фотографируют фотолюбители. Постепенно я открыла для себя новый тип фотографий, такой сюрреалистичный. Это было после знакомства моего с сервисом Flickr. Фотографы выкладывали невероятные работы, потому что раньше для меня фотография это была просто какая-то репортаж, скорее всего черно-белая, может быть стрит-фотография. И тут это был совершенно новый жанр, мне захотелось попробовать что-то сделать в этом же стиле, и вот, собственно, наверное, истоки там. Постепенно все остальные мои интересы в фотографии отошли на второй план, и я выбрала путь именно сюрреалистической фотографии. Я называю свой стиль психореализм и подразумеваю под этим то, что я пытаюсь передать, показать реальность человеческой психики, что происходит в нашем внутреннем мире, эмоции, какие-то мысли, переживания. Все, что на самом деле часто люди пытаются скрыть, я пытаюсь это вывести на поверхность, показать и, не знаю, может быть, надеюсь, что это поможет и мне, и людям принять вот эти иногда непростые вещи, которые происходят у нас в голове, выкататься с ними и успокоиться. Я работаю и с профессиональными, и с непрофессиональными моделями. Есть работы, где я использую модели как реквизит, на самом деле. Когда человек стоит спиной ко мне, мне, в общем, не очень важно, как он передает эмоцию, но важен он как именно какой-то элемент композиции. Но присутствие человеческой фигуры, оно необходимо в моей работе, потому что, наверное, и я, как художник, и человек, который смотрит на эту работу, может ассоциировать себя с ситуацией, которую я обрисовываю. В большинстве, подавляющем большинстве моих работ есть какая-то все-таки человеческая фигура. Люди в моих работах, я их выбирала интуитивно, потому что очень сложно описать, что делает человека хорошей моделью или плохой моделью. Вот это только фотограф может понять, когда он возьмет в руки камеру, и человек уже перед ним стоит и что-то пытается сделать. Человек может быть невероятно красив, там, комплекции Афродиты и Аполлона, но модель не получается из этого человека никак. Тут есть какое-то качество, которое практически невозможно описать словами, и вот это, конечно, большая удача, когда получается найти такого человека. Я, когда работаю со своими моделями, я не даю им большого количества каких-то инструкций. Мои работы, они обычно статичные, все, движений не так много. Если это движение, есть какая-то динамика, это обычно ветер, то есть какое-то движение природное, так скажем, или, там, не знаю, полет каких-то птиц. Я скорее в других людях фотографирую себя. И как бы это, не знаю, странно не звучало, это мои автопортреты только с разными лицами. Могу рассказать про то, откуда возникли оригами в моих работах, потому что здесь очень много их тоже представлено. Я посмотрела мультик «Куба и две струны» про японского мальчика, который играл на музыкальном инструменте на струнном. Под эту музыку из бумаги начинали складываться фигурки, которые оживали. И я подумала, что это был бы классный элемент включить в фотографию. Это символично и необычно. Тут цвет, форма, эмоции. Потому что это все, что является основными компонентами моей работы обычной. И мне кажется, что кураторы сделали такой выбор, который как раз это представляет очень хорошо. Название связано с таким физиологическим феноменом, который называется синестезия. Люди слышат песню, и они
говорят, эта песня желтая, или этот банан, у него голубой вкус. Бывает такое, что люди окрашивают непроизвольно в голове эмоции. В моем случае у меня есть эта особенность, она называется графемная синестезия. Я вижу буквы, цифры, имена людей, названия месяцев, дней, недели в цветах. Это происходит непроизвольно. 1 из 50 людей сейчас в мире имеет такую особенность какого-либо типа. Синестезия была, например, у Василия Кандинского художника, у многих творческих знаменитых людей, у Владимира Набокова. Сейчас, если вы, например, пойдете в поисковую систему и вобьете запрос «синестезия знаменитые люди», там выдастся огромный список. Решила сконцентрироваться на этой теме, потому что узнала о том, что у меня есть эта особенность 4, наверное, года назад. И для меня это стало полной неожиданностью, потому что мне казалось, что у всех мозг работает именно так. Когда определенная цифра, например, у тебя ассоциируется с цветом, очень легко запоминать телефонные номера, пин-коды. Алфавит, он у нас цветной. Естественно, каждая буква обладает каким-то цветом. Особенность тоже синестетов, они не сходятся на том, какие цвета принимает каждая буква. То есть обычно, очень часто буква А красного цвета у многих людей, это по какой-то причине так происходит, но все остальные цвета, естественно, у всех разные. И когда мы работали над этим проектом, мы часто спорили, говорили, что нет, там буква L, она не может быть такого цвета. И да, это латинский алфавит, мы выбрали именно его. Если говорить о русском алфавите, у нас, например, другие цвета немножечко у русских букв. Соответственно, мы провели 26 съемок. Это был такой проект, растянутый на 3 года, и мы еще попали в период пандемии со всем делом. Работа была сложная, весь проект снимался в Санкт-Петербурге, поэтому я думаю, что это будет дополнительная точка интереса для петербуржцев. Эту букву было очень сложно снимать по той причине, что молодой человек, он не представлял, как это выглядит, и ему было сложно просто вот занять такую позу и каким-то образом держать вот эти трубы. Локация — это на крыше одного из зданий в порте Севкабель. Мы какими-то правдами-неправдами туда забрались на эту крышу, нашли эти трубы. В общем, вот именно эта буква, она была спонтанной, мы ее не готовили. Мы живем в разных странах, естественно, договариваться и быстро все это снимать было очень тяжело, и вот хотелось использовать каждый момент моего присутствия в Петербурге, чтобы поработать вместе. И было очень интересно, что молодой человек, модель, нам никак не помогал в перемещении вот этих прекрасных труб. Мы 2 девушки вот так вот это все подтащили, потому что он должен быть чистым. Эта серия называется Subtraction, в переводе с английского называется вычитание, немножко странно звучит по-русски. Что имеется в виду? Имеется в виду удаление из своей жизни также чего-то, может быть, неважного, ненужного, дел, мыслей, людей, возможно. То, что забивает пространство внутреннее, мысленное, и не позволяет сосредоточиться на чем-то действительно важном и нужном для тебя. Поэтому серия, она такая минималистичная. Она снималась на пляже «Красный шторм» в Сочи, и мне очень повезло найти модель. Кстати, она, может быть, приедет. Не продумывала идею заранее. Для меня лично еще в этом проекте важно то, что я также пробовала экспериментировать с обработкой. Какие-то вещи, которые раньше я не делала и открывала для себя таким образом и возможности. Наверное, расширяла свои границы понимания эстетики, каких-то художественных элементов, которые я раньше, например, в самом начале своего творческого пути никогда не решила бы добавить, разрешить их присутствие в своих картинах, так скажем. А теперь я решалась на какие-то, не знаю, более смелые для меня лично шаги, как для художника.